На высоте над побережьем Калифорнии ночной рейс из Лос-Анджелеса оказался заложником непрекращающегося плача 7-месячной Лили Харпер. Ее отец, предприниматель Райан Харпер, измотанно перебирал все известные способы успокоить младенца, но пассажиры первого класса уже смотрели на него с раздражением. В эконом-классе 23-летняя Киния Брукс, подпирая локтем письмо приглашения на важное собеседование, слушала плач не как хаос, а как знакомый сигнал. Когда-то она сама ухаживала за младшим братом с сенсорными нарушениями и научилась распознавать тонкие симптомы, которые не всегда видят специалисты. Рядом сидела пожилая бывшая медсестра Маргарет Андерс, заметившая, что Киния инстинктивно повторяет жесты, которыми когда-то успокаивала детей. Плач Лили усиливался, и Киния понимала, что причина не каприз, а боль. Она видела неправильную позу ребенка, быстрые движения ног, характерные признаки рефлюкса и сенсорной перегрузки. В первом классе ситуация становилась все более напряженной. Бортпроводница Селена Ривз пыталась сохранять контроль, но лишь усиливала хаос. Киния долго колебалась, зная, что пересечь занавес значит нарушить негласные границы. Но взгляд Маргарет, полон тихого понимания, подтолкнул ее. Она поднялась и, вопреки недовольству экипажа, оказалась рядом с Райаном. Женщина предложила помощь и, опираясь на опыт, быстро оценила состояние ребенка. Уверенные движения Кинии, другая позиция, мягкое давление на ключевые точки, уменьшение света и визуальные сигналы дали почти мгновенный результат. Лили постепенно успокоилась, ее дыхание выровнялось, а напряжение в салоне растворилось. Пассажиры наблюдали за происходящим так, будто стали свидетелями чуда. Райан, долго скрывавший собственное отчаяние, впервые почувствовал, что не обязан справляться один. Он благодарил Кинию без слов, выражая признательность тем тихим уважением, которого она никогда прежде не получала от незнакомцев. Пока самолет приближался к Лос-Анджелесу, последствия ее поступка рассеивались по салону, угасало раздражение, появлялось чувство единства. Несколько пассажиров записали часть происходящего, и в сети начало развиваться обсуждение не кризиса, а примера человеческого участия. После посадки Райан предложил Кинии место в программе, которую его компания собиралась открыть для поддержки семей с особыми потребностями детей. Он видел в ней не случайную помощницу, а редкого специалиста, чьи знания рождены жизнью, а не дипломами. Маргарет подарила Кинии свой старый блокнот с медицинскими заметками, как символ продолженной линии опыта. Через полгода Киния уже работала в исследовательском центре детского развития в Лос-Анджелесе. Она изучала методы сенсорной терапии и разрабатывала новые практические рекомендации, а в выходные гуляла с Райаном и Лили в парке рядом с лабораторией. Их жизнь изменилась после одного короткого перелета, когда простое сострадание оказалось сильнее любых барьеров. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.